Дорогие мои, всем привет! С вами Дана Таро. Добро пожаловать на мой канал. Я очень рада, что вы со мной сегодня на этом сеансе расклада. Сегодня я сделала для вас 5 замечательных раскладов Таро. Желаю вам прекрасного, замечательного просмотра. Милые мои, я вас призываю, подпишитесь, пожалуйста, на мой Дзен или на мой телеграм-канал. Ссылки будут в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Сейчас очень тяжело смотреть видео на YouTube из-за определенных блокировок, поэтому я вас призываю, те, кто хотят остаться со мной на связи и получать ценную информацию от карт Таро, подписывайтесь, пожалуйста, на мои другие социальные сети, ссылки я оставлю. Всем прекрасного настроения, хорошего времени суток, хорошего дня. Ну и давайте приступать к раскладам. Дорогие мои, всем привет! С вами Дана Таро. Добро пожаловать ко мне в гости за прекрасный стол. Наливайте себе, пожалуйста, чай, кофе, берите что-нибудь вкусненькое. Сегодня посмотрим, а точнее раскроем портрет мужчины, с которым вы скоро встретитесь. Итак, дорогие, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Пока я мешаю колоду, я напомню, что за личным раскладом вы можете обратиться в WhatsApp и в Telegram. Итак, сделаем глоток прекрасного напитка. У меня сегодня апельсиновый чай. Итак, портрет мужчины, с которым вы вскоре встретитесь. Что это за человек такой интересный? А вот смотрите, как карты хотят и о вас поговорить. Не только о ком-то, а о вас в первую очередь. И вы знаете, силы видят вас человеком очень сильным и стойким. Силы говорят, что вы из тех женщин, которых не сломить. Хотя порой для многих может казаться, что вы сломлены. Вы можете быть обижены, злы, разочарованы, опустошены, но никак не сломлены. Это однозначно. И если судить по даме мечей, то вы знаете, вы сама очень хорошо справляетесь. Вот если касаемо каких-то дел, проблем, принятия решений, вам мужчина не нужен. Но здесь, вы знаете, нужен человек, который душу отогреет в первую очередь и подарит тот уют, который должна ощущать женщина при мужчине. Здесь та история, когда вам просто рядом нужен человек, а не жалкое подобие человека. И, конечно же, вам дан будет такой человек. Карты говорят, что вы обретете желаемый вами результат. Результат, который будет вам во благо, не во вред, не в качестве какого-то кармического урока, испытания. Это именно тот дар, который вы должны обрести в скором времени. Проси, и дано будет. Вот действительно вы как будто подсознательно просите у Вселенной человека, с которым вам просто было бы хорошо. Перемены, они действительно не заставят себя ждать. Но вы знаете, вам нужно понять для себя до конца, какой именно человек должен быть с вами. Чего вы хотите, прошлого или будущего? Потому что здесь есть такой моментик, когда прошлое тянется цепочкой событий, переходящих в настоящее. Это может немножко затронуть будущие моменты.
И я хочу сказать, что вы должны для себя понять, кого вы видите рядом с собой, какой это мужчина. Вот вплоть до каждой мелочи вы должны осознать, кто достоин быть рядом с такой женщиной, сильной, смелой и уверенной, как вы. Ну вот смотрите, здесь в любом случае выпадает двойка кубков, значит, любовь она будет. Любовь, она не заставит себя ждать. Перемены, они, вы знаете, нагрянут внезапно. И есть своего рода фраза, я не помню точную ее интерпретацию, но вроде бы она звучит так. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Так вот, как только вы перестанете ждать, вот именно настойчиво ждать, эта любовь, она нагрянет и накроет вас, вот понимаете, как волна океана, теплая, приятная волна океана, вот просто с головой. Есть определенные, конечно, блоки по карте Луна, однозначно, на которые нужно обратить внимание. Есть определенные, вы знаете, пробуксовочки в вашей личной жизни. Вот здесь кто-то, я бы сказала, постарался, чтобы вы так и остались сильной, независимой, но одинокой. Вот над этим моментиком нужно поработать. И вы знаете, вот как будто по страшному суду переродиться. То есть здесь, скорее всего, вы знаете, нужно обращать внимание на свою энергетику. И чем мощнее и чище энергетика, тем больше шансов, что те двери, которые были для вас закрыты, они откроются. Страшный суд – это еще обратка врагу, когда вы возвращаете определенные воздействия на вас тем, кто на вас воздействовал, тем самым вы, кстати, выявите, кто мешал вам обрести истинное счастье. Итак, давайте посмотрим, какой мужчина, какой он, с которым вы встретитесь. Ну, работяга. Вы знаете, не тот, кто сидит на печи да жует калачи. Вот по тройке пентаклей это работяжка, работает, зарабатывает. Руки, как говорится, растут оттуда, откуда нужно. И я хочу сказать, что по тройке пентаклей это человек все-таки созидатель, а не разрушитель. По тройке пентаклей всегда рассматривается человек, который что-то создает, строит. Может быть, кстати, он любит взращивать что-то. Да, это связано с огородами, с какими-то садами, еще с чем-то. Ну да, здесь правильно мыслим, правильно видим. Да, это человек, который взращивает, человек, который создает. И это мужчина, который также создает отношения. Из маленького зернышка взращивает прекрасное дерево, которое дает плоды. В общем-то, вы знаете, человек, который уже знает цену отношениям, знает, каково это работать над отношениями. Это человек, который уже прошел своего рода, ну, нелегкий жизненный путь, как и все мы, в принципе. Вот он, мужчина, вот он. Вы знаете, вы с ним энергетически, конечно, не схожи. Вот вы сейчас немного в других энергиях, более таких строгих. А он вот такой мягкий, такой вот, понимаете, податливый. Уже, я хочу сказать, с возрастом стал послушный. Я хочу еще добавить, что по молодости он разбил не одно сердце волей и неволей. И он очень привлекателен, не то чтобы даже внешне, а вот своей подачей, как-то внутренне. У него вот есть такая притягательность, он как вот магнит для женщин. И ни одна женщина по нему слезы пролила, это однозначно. Может быть, он, вы знаете,
Если, например, даже опускаться до знаков зодиака, что в принципе несоотносимо с Таро, с одной стороны, а может быть он водной стихии, знак зодиака, да, но я никогда карты не соотношу с знаками зодиака. Почему? Потому что порой человек может находиться от ситуации в различных энергиях. Сейчас он вот такой податливый, в вас в будущем влюбленный, нежный, но когда-то он был также резкий, холодный с кем-то, да, и кто-то его считал достаточно нехорошим человеком. Ведь согласитесь, также и про вас, и про меня могут сказать. И хорошее, и плохое. Про него точно так же. Кстати говоря, смотрите, чтобы мужчина из прошлого не помешал вам строить отношения с вашим будущим героем вашего романа. Потому как двойка пентаклей, смотрите, вот здесь прошлое, будущее. Вот как загвоздка, как проверка на прочность здесь проявится мужчинам из прошлого. Проявится очень ярко, очень беспринципно и захочет, чтобы вы потеряли отношения с вашим мужчиной, который вроде бы взрослый, да, но на эмоциях может подумать, что вы его не цените, что вы его не уважаете, снова связав себя с тем, кто является вашим прошлым. Однозначно будут какие-то здесь манипуляции, и вы знаете, притом с обеих сторон. Ваш будущий мужчина, он попросит вас все-таки определиться, что вам нужно, и он будет очень раним в эти моменты. Он сам по себе ранимый, он взрослый, уже крепко стоящий на ногах, работящий, желающий хороших, стабильных отношений. Он будет в вас влюблен, он внешне будет очень миловиден, очень душевен, очень открыт вам, понимаете? И тут появляется тот, кто был холоден и беспринципен. И вот этот холодный и беспринципный мужчина захочет вас выдернуть из теплых и приятных для вас отношений и будет всячески манипулировать обстоятельствами. Возможно, кстати говоря, но наверняка что-то нехорошее скажет и тому, кто будет рядом с вами. Он, конечно, вот ваш будущий, тот, с кем вы должны встретиться, он умеет делать свои выводы. Но согласитесь, всегда разговоры со стороны, они влияют негативным образом. Человек может от вас не отвернуться и не уйти, но у него неприятный осадок останется, он будет это крутить в голове. Поэтому здесь нужно поаккуратнее. Ну и, конечно, вы знаете, мужчина, с которым вам суждено встретиться, он будет испытывать с вами страсть к жизни. Он будет с вами еще больше любить эту жизнь. Он с вами как будто помолодеет, взбодрится. И вы знаете, вы увидите в нем того мальчишку, которого не знали, потому как он уже достаточно взрослый человек. И вот это мальчишество его, какое-то такое наивное ребячество будет вам, вы знаете, доставлять какое-то вот такое нежное удовольствие. Вы будете на него смотреть и думать, ну ведь дитё детём, а? Вот кривляется, как дитё, а я за ним, как за каменной стеной. Вот такой получился для вас расклад. Милые мои, желаю вам этой встречи как можно скорее. Не сидите на месте, действуйте, и результат не заставит себя ждать. А я вам желаю всего самого наилучшего. Будьте по-настоящему счастливы. С уважением к вам, Дана Таро. Дорогие мои, всем привет! С вами Дана Таро. Добро пожаловать на мой канал. Итак, давайте погадаем на загаданного вами человека, посмотрим, что скажут карты Таро. Что, возможно, загаданный человек хочет вам сказать прямо сейчас, в эту минуту.
Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, на колоду. Можете мысленно или шепотом произнести имя загаданного человека. Итак, готовы? Давайте смотреть, в каких он энергиях для начала, в каком он сейчас состоянии будет с вами вести беседу, диалог. Ух ты! Либо приболел да прихворал, либо задепрессовал, а может быть все сразу вообще. Но учитывая, что сейчас все захворали у нас под Новый год, как ни спроси, один человек приболел, второй приболел, третий на больничном, у кого-то ребенок из садика пришел, как говорится, насморк, кашель. Вот здесь тоже карты говорят, что загаданный-то вами человек чувствует себя не очень хорошо на данный момент. И вы знаете, когда человек болеет, когда ему нехорошо, или когда человек находится в депрессивном состоянии, он вот такой вот нервный какой-то, понимаете? Вот ему сейчас так и хочется, чтобы ему чайку налили прекрасненького, вкусного, блинчиков напекли, супику сварили, какого-нибудь бульончику похлебать. Но вот понимаете, по кубковости здесь вот идет момент, связанный именно с тем, что хочется как-то чего-то похлебать, попить того, что приготовлено, вот, как говорится, любящими, женскими, нежными, заботливыми руками. И вот ему бы хотелось, чтобы вы сейчас его чуть ли не с ложечки покормили в таком состоянии. Вот ему плохо. Сегодня плохо, плохо. Никак, вот понимаете, без вас дела в жизни не идут. Но о чем мечтал, к чему стремился, к тому и пришел. Вот понимаете, здесь, как говорится, ему нужно было контролировать свои желания, и не произошла бы с ним такая ситуация. За что боролся, на то и напоролся. Потерял вашу любовь и заботу. Вот и, пожалуйста, карта башни подтверждает, что сейчас у него жизнь-то пошла в разруху без вас. А не ладится, не клеится. А вот оно что, понимаете? С вами-то все в гору, с вами-то орел расправил крылья, а теперь кудахчет где-то в казенном доме, в плохом состоянии, понимаете? Вот так вот жизнь наказывает порой, да. Что-то мне карты говорят, что он здесь, гульнул, наверное. Гульнул в свое время, вот теперь расхлебывает. Плохо ему без вас, он злится здесь. Вы знаете, здесь даже идет такой момент, вот как будто вот он сейчас бы, знаете, как сказал, все, не надо ничего говорить, не надо ей ничего рассказывать, как мне плохо, как сердце мое болит, не надо ей знать, что я страдаю здесь и реву чуть ли не целыми ночами, пока никто не видит. Посмотрите, в каком он разбитом состоянии. Вот. Тройка мечей. Страдает по вам, ой, страдает, а злится и запрещает об этом говорить. Вот понимаете, сидит, локти кусает. И мы у него спрашиваем, а что локти-то искусанные? А он, нет, не искусанные. И вообще, оставьте все меня в покое. Ну уж нет, тут уж мы, как говорится, больное-то у него ковырнули. Плохо ему без вас, плохо. Ой, по карте повешенные, вот жизнь с ног на голову перевернулась, понимаете? Вот все не так, да все не эдак. Ну ты в конце концов возьми ты себя в руки, хватит жаловаться на жизнь. Нет, вот вам он бы хотел пожаловаться на жизнь. Да вот ему стыдно. А сейчас, когда я вам об этом говорю, вот он, понимаете, вот он показывает, что рот бы надо закрыть. Так. Все молчим, не рассказываем о моих чувствах. Он говорит, мне стыдно, иначе я сейчас разозлюсь и взорвусь здесь вообще со злости. Вся жизнь с ног на голову, что говорится, да? И вы знаете, он еще от чего вот так вот расстраивается, нервничает. А что вы его, по сути, вот явись он к вам на порог, слушать-то не станете. Вы уже когда-то себе сказали, все, я наслушалась,
Песня та же, на манеже он же, вот это все поет он одно и то же, ничего не меняется, все. Баста, карапузики, я его больше слушать не собираюсь. Может быть, вы ему и вживую сказали, что его россказни, да, сказки больше не хотите слушать. Все-таки вы не детка в колыбельке, которая подсказки будет засыпать и млить. Вы уже взрослая женщина. Вам уже реальность нужна. Реальность, которая будет напитана делами, а не словами. Он злится, знаете, на какой момент? Что вы его не подпустите и на порог. Что как возьмете метлу, еще ему и по хребту хорошенько съездите за его поступочки. Ну, а чего ему хочется? Ему хочется семьи в преддверии праздников. Конечно, чтобы все за столом собрались, чтобы вы наготовили, даже если он себя плохо будет чувствовать. Вот сядет с вами за стол за праздничный, тут салатик, тут нарезочка, тут что-то горячее какое-то вкусное. Вот ему хочется вот этой семейности, тепла, душевности. Уж очень ему этого не хватает. Но он никак вам вживую об этом не говорит. Видите, как говорит? Нельзя говорить ей об этом. Ей не надо знать об этом. А мы все узнаем. Мы здесь все скроем. При этом я вижу, что он бездействует. Что он не делает ничего, чтобы вот получить хотя бы хоть какой-то маломальский вот этот семейный круг, хоть какое-то человеческое отношение, то он абсолютно не предпринимает никаких попыток. Да, вот успокаивает себя, что когда-то я буду другим, я приду, она на меня посмотрит, у нее глаза на меня откроются. Вот он лежит, себя успокаивает. А еще знаете, что говорит? Что если он к вам, как говорится, подъедет не так, как надо, и не сумеет слова правильные подобрать, вот тут уж вы ему рот закроете. Вот тут уж вы ему покажете, где раки зимуют. Уж вы ему покажете, куда ему отправиться обратно. Ой, он боится вас, конечно, как огня. Боится, что вы ему как съездите хорошенько. По какому-нибудь месту. И он убежит, несолоно хлебавши. Ой, задел вас, задел. Ой, задел. Ну, скорее всего, здесь, знаете, у него больше хватит смелости написать, позвонить. Скорее всего, написать. Вот он подумывает вам написать, но не о том, о чем мы говорим. Он подумывает вам написать вот что-то нейтральное. Как тут, понимаете, опять ребячеством займется. Таким, которое вам в свое время надоело. Ребячество хорошо в мужчине, который любит, ценит, уважает. Пусть немножко поребячится, да попридуряется, да. Мы это нормально воспринимаем. Все мужчины – это дети, и их, понимаете, детство заканчивается к 40, юность начинается с 50. Где там 10 лет потерялись, неизвестно, конечно, но ничего. Нормального мужчину можно понять. Пусть подурачится, поребячится. Но здесь уже не дурачество. Здесь уже, как говорится, дурость и глупость. Вот он, понимаете, будет находить к вам вот подход через вот некую такую наивность. А тут уж вам решать, разговаривать с ним или нет. Но я уверена, что если он вдруг начнет в вашу сторону что-то неприятное лаять, вы ему пустолайки быстро захлопнете одно место. А тогда, конечно, дела у него слишком плохи без вас. Да кто бы в этом сомневался. Вот такой получился расклад. И говорить-то ему об этом стыдно. Ну еще бы. Правда, глаза колет. Я вам желаю всего самого наилучшего, милые мои. Увидимся на следующем раскладе. Пока-пока. Дорогие мои, всем привет! С вами Дана Таро. Добро пожаловать на мой канал. Я очень рада, что вы со мной сегодня на этом сеансе расклада.
У нас колода Оракул, лес любви, ну и, конечно, тайное сообщение от загаданного вами человека. Что же он так стесняется, боится, не решается отправить, мы сейчас с вами узнаем. Посмотрите-ка, какой нерешительный, правда? Ну ничего. Сейчас мы совсем разберемся. Мы такие девчонки, которые, как говорится, на полпути не останавливаются. Уж знать, да знать абсолютно все. Итак, загадывайте человека, представьте его, пожалуйста, можете прошептать, произнести его имя и посмотрим, что таится, хранится в его тайном сообщении для вас, которое он до сих пор боится отправить. Итак, давайте смотреть. Ну, вы знаете, вот смотрите-ка, карта работа, цифра 9. Человек говорит, что он хорошенько над собой поработал. Видимо, вы когда-то его призывали осознать какие-то моменты, связанные с его неправотой. Он говорит о том, что уже, как говорится, седина волос настигла, мудрость потихонечку добрела до него, и он определенные моменты, на которые вы ему указывали когда-то или просили обратить внимание, он их проработал, он сделал для себя, как он считает, верные выводы и стал гораздо мудрее и гораздо серьезнее осознавать последствия определенных поступков. Интересно. Девки пляшут по 3 штуки в ряд, да? Или по 4 штуки в ряд, как говорят. Ну, в общем-то, интересно начинается расклад. Он говорит, что вам, невинному человеку, причинил очень много боли. Посмотрите, здесь белое платье символизирует вашу невинность, невиновность в вопросе. Его красная рубаха символизирует излишнюю страсть, излишние эмоции, когда вы, выясняли какие-то отношения однозначно. Он понимает, что был, как-то излишне резок, груб с вами, незаслуженно груб. Вот посмотрите, да, он причинил вам определенного рода страдания. Не будем говорить о физических моментах, это происходит не у всех, но моральная боль, она встречается повсеместно в парах, где мужчина поступает порой резко и необдуманно. Он понимает, что зря когда-то, как он считает, погорячился все-таки и просит за это прощения в своем тайном сообщении. Он так и говорит: зря я погорячился, зря я тогда так поступил, мне стыдно, я поработал над этим вопросом и говорит: я прошу прощения за это. При этом он, знаете, пишет в своем тайном сообщении, что боится, что не сможет до вас достучаться, потому что вы выстроили вот эту стену, да, определенного рода защитную, так сказать. Вы боитесь его к себе подпускать, потому как не можете до конца себе ответить, искренен он или все-таки фальшь таится в его словах. Но вот белая рубаха, посмотрите, говорит о том, что все-таки он искренен вот в тех словах, которые сейчас говорит. Почему боится, что не сможет до вас достучаться? Потому что, видимо, когда-то вы ему сказали, что больше слушать его не хотите. Или он для себя, да, поработав над ситуацией, сделал выводы, что после таких его поступков приходить к вам на порог, на разговор, это, скорее ошибка, нежели чем подвиг. Потому что раненое сердце, оно снова не примет того, кто его когда-то ранил. То есть он боится, что он до вас не достучится определенным образом.
и вы его не услышите в той мере, которую он предполагает в разговоре, в своем сообщении. То есть ему же все равно нужен результат, ваш ответ. Он даже говорит о том, что, возможно, вы ему и не ответите. И вот он думает, может быть, вам подарок какой-то преподнести, что-то, что вас порадует. Вот он размышляет, как вам найти подход. Через слова вряд ли. Действия, ну какие действия он может предпринять? Наверное, что-то предложить, сделать какой-то подарок. И вот он как будто вот в своем вот этом тайном сообщении вроде сам себе задает вопрос, но в то же время вам. Может быть, тебе что-то подарить приятное? Может быть, сделать для тебя подарок, чтобы ты меня просила? Даже здесь, знаете, проигрывается такая фраза: что ты хочешь взамен на свое прощение? Вот напишите в комментариях, чего бы вы хотели взамен на свое прощение. Вот вы человека прощаете, что он должен сделать ради этого, чтобы вы его простили? Какой подарок вам преподнести? Это же не обязательно какая-то вещь, да, вот он принес вам подарок, вот тебе туесок, например. Нет, он может какой-то поступок совершить, возможно, какой-то подвиг ради вас. Вот он задается вопросом и себе, и вам, что вы хотите взамен на прощение, на то, чтобы вот выслушать его, понять, принять, понять и простить, что говорится. Кстати, видно, что вы очень поменялись. Вот вы здесь в белом платье, здесь уже в сером. Вы уже стали недоверчивой. Вы уже стали женщиной, которая лишний раз не будет к себе подпускать, дабы просто не испытать той боли, которая была. Однозначно. Ну вот понимаете, вот, ну вот он знает, что у вас обида на него. Обида очень большая. Обида, когда вы не хотите к нему повернуться лицом, вы к нему спиной, что говорится. Вот посмотрите, вот у вас обида, да, по выражению лица женщины, а он размышляет, как исправить эту ситуацию. И здесь несостыковка получается в том, что у каждого свой принцип, у каждого свой взгляд на вещи. И получается так, что он, может быть, и хотел бы примирения, но вы не особо хотите здесь человеку все легко простить. Все-таки обида была нанесена, ну вот достаточно серьезным образом по отношению к вам. Он понимает, он говорит, что я знаю, что ты на меня обижена, что ты обижаешься, что тебе очень обидно. При этом, вы знаете, вам даже как-то не особо и хочется снова принимать какие-то решения касаемо этой ситуации. Вы уже в том состоянии, когда вот вам действительно просто лень вот этим всем заниматься. Вам уже это так все надоело. Эти выяснения отношений, эти суды-пересуды, эти разговоры, эти слова, которые остаются где-то в пространстве, но ничем не подкреплены. Вот вам уже даже просто не хочется. И вот он говорит, тебе, наверное, даже уже и не нужно это все. То есть он все проработал, он понял, что он совершил ошибку, нанес вам сердечные раны. Он не знает, как до вас достучаться, что должен он дать вам взамен на прощение, чтобы вы отпустили свою обиду и чтобы, ну, хоть немножко заинтересовались этим вопросом. Вот он понимает, что вам уже, ну, просто не до него. Вам уже хочется вот свою жизнь созидать прекрасным образом. Вы когда-то общую жизнь с ним созидали, но вот обида осталась только, да? При этом, вы знаете, вот карта благодарность о чем говорит. Вы не гневите, как говорится, судьбу и не стали роптать на жизнь. То есть гневить судьбу, что значит? Это постоянно судьбу обвинять в том, что произошло. Нет, мы же сами порой совершаем вот эти ошибки, допускаем к себе такое отношение, согласитесь? И роптать на жизнь вы не стали, что жизнь такая плохая. Нет, вы благодарны тому, что у вас есть. И вот это, понимаете, восприятие вашим высшим «я», оно стало вот неким блоком на подпускании таких людей, как он. Вас уже радует то, что у вас есть.
А вот на дне колоды карта забота и карта, кстати, воспоминания. Мужчина вспоминает, как вы о нем заботились, как ему с вами было тепло, комфортно. И эти воспоминания, они для него сейчас как та боль, которую он когда-то вам нанес. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Вот такой получился для вас расклад, милые мои. Я вам желаю всего самого наилучшего. Будьте по-настоящему счастливы и справедливы. С уважением к вам, Дана Таро. Дорогие мои, давайте-ка возьмем сейчас колоду Таро Зеленой ведьмы. Хочется посмотреть, кто за вашей спиной может, посмотрите-ка, творить какое-то бесчинство, приколдовывать, сплетни про вас разносить. Давайте выявим так называемого врага. Человека, возможно, который не приколдовывает даже, а желает вам вот чего-то крайне нехорошего. И вы знаете, пожелания в гневе, они имеют порчельную силу. И представьте, когда человек в гневе проклинает, желает чего-то плохого, это тяжелым осадком сказывается на энергетике человека. Давайте посмотрим, есть ли такие люди, кто вам желают нехорошего, кто могут воспроизводить определенно неприятные действия по отношению к вам. Давайте узнаем, пусть Таро Зеленой ведьмы расскажет правду. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. И посмотрим, кто же за вашей спиной что-то творит, приколдовывает, проклинает, зла желает. Есть ли такой человек или люди? Ну и посмотрим, как защититься, я думаю, от этого момента, да, чтобы это не влияло на вашу жизнь. Итак. Угу. Ну-ка. А здесь я хочу сказать, вы знаете, уже кому-то хорошенько прилетело. Прилетело очень даже и неплохо. А знаете, кому прилетело? Знаете, кому бумеранг хорошенько дал по шее? Мужчине, который окружен чертями да бесами. Посмотрите, да? Вот он по жизни как-то нехорошо поступал, можно сказать, вот как будто своими действиями заставил вас попасть в неприятный эмоциональный капкан. Так вот, вот те черти, они его, как говорится, скоро закружат в танце бесовском. Он как будто, понимаете, настолько поверил в себя, что даже не признавал ни высшую силу, ни темную силу. А по итогу-то получилось так, что темная силушка его взяла в оборот. При этом здесь еще выпадает женщина. Очень часто я вижу в комментариях слово колдушка. Вот она, колдушка, та самая. Женщина, которая, вы знаете, по десятке мечей наносит болезненный удар своими вот какими-то колдовскими действиями. Возможно, в интернете обряды ищет. И по итогу получается так, что вот этот мужчина и эта женщина, они связаны. Он повелся на соблазны, и эти соблазны тащат его в ад. А эта женщина, она неким образом болезненным повлияла на него. И оба сейчас получают хорошенько за свои заслуги. Вот так вот. Вы их наверняка знаете, потому что здесь выпадает два конкретных лица. И вы знаете, вот этот мужчина, вы наверняка видели в его глазах вот какую-то чертовщину. Люди, которые поступают вот таким бессовестным образом, когда смотришь им в глаза, такое ощущение, что там бес сидит. Как будто чертовщина какая-то в глазах ярким огнем играет. А вот эта дамочка, она с ним связана. И она, вы знаете, вот губит их обоих. У них все стоит на месте, у них как-то все застопорилось. Хотели они оба, знаете,
Счастья богатого до великого, а в итоге-то как-то вот по карте Луна. Луна, смотрите, улыбается. Луна — это же негатив, это негативные последствия. Это, вот посмотрите, тот фальшивый улов, который не накормит, который отравит. И вот эта негативная составляющая, она как будто ухмыляется над ними и думает: вы думали, что вы меня себе подчините? Нет. Когда смотришь злу в глаза, надо помнить, что зло смотрит на тебя в ответ. И они оба думали, что подчинят себе обстоятельства, как мужчина. Женщина думала, что подчинит само зло и заставить действовать в своих интересах. А в итоге, вы знаете, поймали тот улов, от которого травятся. Да, в негативе живут, в негативе. Кстати говоря, мужчина здесь может выпивать, а женщина, она вот знаете, как уже как городская сумасшедшая может выглядеть. У нее вот эти желания совершать обряды нарастают, нарастают, и она потихоньку лишается разума. Я смотрю, вот, кстати говоря, это все связано с чувствами, с эмоциями, с любовью. Вы знаете, она украла ваш улов, что говорится, да? То есть она украла ваше счастье, она украла вашу любовь, эта женщина. И вы как будто понимаете, вот эту любовь созидали, она появилась, и это как воровка украла. Унесла с собой вот таким подлым, жалким, некрасивым образом. А любовь вы и отношения созидали с тем, кто повелся на соблазны. Вот как говорится, не ведись на черта, пособлазняет, а потом в бараний рог-то скрутит. Вот, пожалуйста. Да, вот смотрите, про мужчину говорят, что тут как вот назойливая мысль у него была. Поразвлечься, не поразвлечься, сходить куда-то налево, не сходить, как вот делать, что быть. Вот как будто очень долго метался. Как сделать так, чтобы это все не всплыло, не узналось. Он хотел тайно вести двойные игры, но не смог, не смог. Вас высшие силы защищают. Их зло вас не коснется. Нет. Действительно, да, вам было тяжело, как карты говорят. Жизнь на какой-то момент превратилась в тяжкую долю, в тяжкий крест. Но вы не сломленная. Вы шли вперед, несмотря на то, что вам было тяжело. Вот смотрите, вы шли к храму высших сил, и вы добрались до этого храма. Вы, как говорится, не теряли веру, вы не обозлились, вы не стали обращаться к злу, вы оставили в себе вот это огромное количество добра и любви, которое вас спасло в самые тяжелые моменты. Вы не превратились в чудовище, которое мстит, которая пытается, вот как-то, понимаете, неким образом, вот на дне колоды даже шестерка жезлов. Вы победитель в чем? Вы победитель в своей честности, откровенности и чистоте души. Вы не озлобились, вы остались той же, которая вы были, вот эта нежная, умеющая любить, добрая, созидающая уют женщина, которая, да, перенесла очень много на жизненном пути, но не озлобилась и не стала самим злом. Вы молодец. Вот ждите вот от этого мужчины письма, уже который расклад говорит о том, что вам письма от него стоит ждать. А письма с жалобами, письма о том, что ему нехорошо без вас однозначно. А мы сегодня с вами письмо-то рассматривали. Мы в предыдущем раскладе рассматривали письмо, которое он боится отправить. Вот оно. Вот оно. Понимаете? Вот так-то по делам. Как говорится, бумеранг еще никого не обошел стороной.
справедливость, она энергетически торжествует. И я, знаете, еще что хочу сказать? Вот здесь назревают энергии, которые говорят о том, что вы впереди, в недалеком будущем встретите хорошего друга. Человека, с которым вам будет хорошо. А еще я хочу сказать, у вас есть какие-то скрытые способности, которые вам нужно развивать. Способности, которые вам раскроют большее видение, нежели чем у вас есть на данный момент. Поэтому подумайте, какой резерв таится в вас и как этот резерв запустить в доброе, хорошее, мирное русло. Вот такой у нас получился расклад, милые мои. Я вам желаю всего самого наилучшего. Будьте по-настоящему счастливы. С уважением к вам, Дана Таро.